Добрый день, меня зовут Карлыгаш, фамилия моя Абдикаримова. Я представитель славянского базара в Республике Казахстан уже более 20 лет. Сколько я езжу в фестивале, но лучше славянского базара я еще пока не встретила. Это действительно фестиваль. Собираются очень многие талантливые люди, может быть, со всего мира. Мне кажется, уже нет таких. Конкурс, по-моему, польской песни они начинали изначально. А потом уж на Родионом Басом я познакомилась в 2002 году в Каннах. Я тоже была членом ФИДОВ, а он был, славянский базар, и у нас в Казахстане был такой большой тоже конкурс «Азия Даусы», «Голос Азии». В общем-то, так получилось, и мы познакомились. И оттуда мы приехали, потом где-то, наверное, дней 10 прошло, и звонок ночью. Вы знаете, мы бы хотели пригласить вас и вашего мальчика в славянский базар. Как вы на это смотрите? Я говорю, положительно. И мы вместе с мальчиком 6-летним поехали, и его сделали членом детской жюри славянского базара. Вначале в славянском базаре детской было как получасовая программа, там была и хореография, вокал и так далее, как программу они делали. И в жюри сидели дети. Первый раз я посмотрела, мне очень понравилось, и очень достоинством наш мальчик судил. И, в общем, так я познакомилась с славянским базаром. После этого просили меня, чтобы я была представителем, привозила детей. Я привезла в следующий год тоже коллектив детский, тоже сделала программу, я всем приехала. После этого они меня сделали членом жюри. И так я встретилась и познакомилась с славянским базаром. Очень жаль, что Родиона Баса сейчас нету. Это, еще раз хочу повторить, это был очень удивительный человек. Вы знаете, он был человек, который действительно болел за искусство, за чистоту. Почему именно осталось этот очень хороший слава, это мое субъективное мнение о славянском базаре, что это очень честный конкурс. Потому что там открытое голосование прежде всего. Это тоже немаловажная деталь, как вы понимаете. И потом всегда подбор, не просто так случайные, например, люди, а люди искусства, которые люди болеют за молодых исполнителей. Заповедный напев, заповедная даль, свет хрустальной зари, свет над миром встающий. Мне понятна твоя вековая печаль, Беловежская пуща. Я хочу поздравить славянский базар. Один из самых лучших, самый лучший. За их любовь к музыке, к песне, за любовь к тем народам, которые приезжают к ним, которых они принимают как своих родных. Потому что музыка, именно музыка объединяет всех нас. Это славянский базар. Процветание, благополучие. Дай Бог вам всего самого хорошего. Пускай будет еще 3 раза по 30, чтобы наши внуки туда приехали на этот конкурс. Из далеких веков я к тебе прилетаю, Беловежская пуща, серой птицей лесной из далеких веков я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Амфитеатр, он был наполовину закрыт. Мы все сидели с зонтами, первые, которые ряды сидеть, все люди сидели с зонтами. И в Витебске обязательно во время славянского базара один день дождь. Это, написано, знаете, так. И все с зонтами так сидели, мокрые, и никто не уходил. А потом как раз Родион Бас, он именно пробил для того, чтобы эту верхнюю часть, это все закрыть, чтобы люди могли сидеть спокойно, смотреть, если даже дождь. Конечно, он очень много, считаю, что сделал для славянского базара. Это его, конечно, заслуга большая. Тут разговора даже нет. И он всегда с народом все время, там посмотрит где-то все время в амфитеатре. Он всегда с ними там ходил, разговаривал, спрашивал, какие у вас есть, может быть,
проблемы и так далее. Всегда. Сперва я детей привозила, а потом они попросили, давай привози нам взрослых. Алишер Каримов, он один из ведущих солистов в Казахстане. Вообще-то он Певцов, это очень такой интересный, своеобразный и так далее. У нас Динара Султан, у нас Мархаба, она композитор. Ее песни очень многие сейчас поют. Каждый день я ходила на репетиции, я прям чувствовала, как каждый человек, который задействован в этом конкурсе, поддерживали нас во всем. Я влюбилась в город, влюбилась даже в вещи, которые производят белорусы. Такие качественные на самом деле. И сам конкурс, конечно, когда сам министр культуры подошел ко мне, руку пожал и сказал, что я крутая. И для меня это было, знаете, мотивацией. Они меня финансово поддержали. Если вы помните, я получила 3 место, но меня наградили специальным призом от Министерства культуры Беларуси. Финансовая помощь была за выпуск альбома первого. Ну, я думала, сказали, наверное, забудут. Ну, уеду в Казахстан и буду дальше своим делом заниматься. А вы знаете, нет, через 2 месяца они мне ровно такую сумму отправили. Для меня это был, конечно, шок. И я выпустила первый долгожданный свой альбом казахскоязычный. Ну, ребят, это честно, это не конкурс, а это какая-то была для меня прям дорога в большую эстраду. Очень здорово, что Беларусь не потерял такой прекрасный фестиваль, который действительно объединяет очень многих людей, разные национальности, разные культуры. Само по себе Славянское базар не просто так то, что конкурс детский вокальный, там эстрадные песни с первых дней, которые идет, а там же идет и очень много фестивальных движений. Столько интересного, и театр там, и кино, народное прикладное искусство. Все это как бы кипит. Это самое правильное. Люди приходят, они узнают, что такое Беларусь. В 2015 году мы получили первый гран-при, хотя до этого у нас были и 2 места, и 3. Члены жюри все очень единогласно. Гран-при получил, наш Димаш. 22 года получил гран-при в таком огромном большом фестивале. И очень многие же обратили внимание на это. У нас очень много хороших певцов, конечно, но Димаш, конечно, это божий дар. Следующий год так Вайлзу после гран-при абсолютно противоположного парня повезли, он 1 место взял. Потом у нас, Макин получил гран-при, Амре 1 место. Мы очень многие страны между собой дружим, каждый раз ездим друг к другу в гости, как и в Италию, Болгарию, Литву, Испанию, Латвию, Молдова. Россия, все мы ездим на разные конкурсы, и у нас очень многие побеждают смело и уверенно. Славянский базар – это именно фестиваль дружбы. Там можно действительно встречать очень много интересных, как и организаторов людей, так и, естественно, участников, которые очень интересны. И очень многие взяли старт именно на Славянском базаре, чтобы дальше продолжать принимать участие в других международных конкурсах. Вы знаете, в целом у меня очень сильные впечатления от Республики Беларусь. Мне очень понравился белорусский народ. Я считаю, что это один из самых добрых, гостеприимных, честных, щедрых, простых
народов в мире. Мне понравилась атмосфера, которая она вот непосредственно царит в городе Витебск. Период фестиваля, культурный обмен большой очень. То есть мы все люди искусства, мы все творческие люди, нам очень весело там. Мы говорим на одном языке. То есть у нас единомышленников, на самом деле, у каждого по отдельности очень мало. Но когда мы собираемся все, то есть мы превращаемся в такую большую силу, и мы все единомышленники, мы все говорим на одном языке, мы все говорим об одном, и у нас одна цель в жизни. Поэтому такие фестивали, они очень важны именно для людей творческих, людей, которые хотят развиваться культурно. Призовой фонд Славянского базара помог мне сыграть свадьбу, это в первую очередь. И в целом у меня было там очень много подвижек в плане карьеры вне Республики Казахстан, потому что у меня были мероприятия и за рубежом. У меня были гастроли в Италию благодаря Славянскому базару. You call me baby, I know I'm not the only one. Yeah. И между собой все конкурсанты, я ни разу не видела, чтобы они друг друга такой завистью. Они с такой радостью все с друг другом, они вместе, вот они в гостинице живут, мы как-то раз пришли, там все они собираются, там все друг другу поздравляют, и они между собой потом вот, общаются. Я знаю даже вот нашему парню, украинский певец, он сам композитор, он даже песню свою подарил. То есть очень много вот таких обменов, и это хорошо, потому что так должно быть. Фестиваль должен быть как мир, дружба. Здесь зеркала в прихожей, на гитаре лопну струны, и я надену белые одежды, за собой захлопну двери, и однажды в полнолуние я приду на Славянский базар столько всего мне подарил. Знакомство, дружба. И благодаря этому Дима мне песню подарил, «Вселенная». Как бы такие друзья, это благодаря Славянскому базару. От всей души хочу поблагодарить, выразить признательность те, кто работает над проектом, в проекте, за кулисами. Особенно Глеб Ага, большой респект. Мама Карла, вам вообще большое спасибо. Нашу молодежь казахстанскую прям поднимаете, помогаете и как бы поддерживаете. Спасибо вам большое. куда мне деться. Моей любви. Сколько я езжу в фестиваль, но, еще раз повторюсь, лучше Славянского базара я еще пока не встретила. Я всегда старалась, чтобы на Славянском базаре побольше наши были казахстанцы, и они, наши народные артисты, заслуженные артисты, чтобы они тоже, например, видели и были, что у нас в Казахстане относимся к искусству так положительно и с любовью, и все своих мы любим, и хотим, чтобы и другие видели. Международный конкурс «Славянский базар» – это праздник музыки, песен, дружбы и, конечно, многие открытия настоящих талантов. Я в этом сама не раз убеждалась и хочу, чтобы каждый участник обязательно после этого конкурса имел большую популярность, имел хорошие песни и признание слушателей. Да здравствует Славянский базар! И, конечно, всем участникам конкурса успехов, победы, счастья! Ну, Роза Рымбаева – это наша звезда, это примадонна нашего Казахстана. Она очень честный, очень такой, знаете, справедливый человек. Вот она сидела тоже уже 3 раза членом жюри на Славянском базаре. И мы ей все-таки вот позапрошлом году открыли звезду. Знаете, это так здорово получилось. Нагима Искалиева, народная артистка, члена жюри. У нас очень многие было. Ерлан Букеев. Сейчас нету, к сожалению. Батырхан Шукенов, он тоже у нас был членом жюри на Славянском базаре.
Казахстаном у фестиваля очень долгие, очень дружеские, партнерские отношения, которые вот выливаются в такой результат. Потому что на протяжении всей истории фестиваля Казахстан всегда был очень хорошо представлен, очень было всегда находилась изюминка. Это в большинстве случаев не похожие друг на друга вокалисты, но тем не менее, которые несут вот этот всегда очень высокий уровень своей вокальной подготовки, сценической подготовки. Потому что начиная от того, как они поют правильно, красиво, и как они себя ведут на сцене, это всегда очень, очень визуально, смотрибельно, начиная от костюма, который продуман, и заканчивая вот этой вот очень интеллигентной манерой поведения на сцене, которой сейчас как раз-таки очень много нам не хватает на сцене. Они приезжают на конкурс, и мы видим, как для них это важно. Мы очень серьезно относимся к этому, поэтому мы всегда выбираем на Славянский базар, когда отбор делаем. У детей ясно, у меня дети всегда были яркие, они победители Бустургая Гран-при, которые получили, и вот они едут уже как бы это награда у них. А взрослыми немножко более сложнее было, потому что у нас, в принципе, казахи очень поющие. Каждый, в общем-то, конкурс или фестиваль – это все школа. Всегда ты там чему-то все равно в любом случае научишься. Они же тоже учатся, поэтому эти фестивали, конкурсы, они очень нужны. Это очень хорошая школа, каждый они опыт у друг друга вот так берут. И потом разные культуры, это тоже играет большую роль. Mon cœur à toi, tout le minuit, dans le pluie, dans les hits, dans le pays de ma vie. Tant de bruit pour mon esprit qui tombe sur mes lèvres. Я считаю, что для профессиональных артистов Славянский базар своего рода олимп. Я наблюдаю за этим конкурсом очень давно, с детства. Для меня это может быть как для спортсменов олимпиада. И у меня получилось. Я занял первое место по баллам. И после конкурса «Славянский базар» многое изменилось в моей жизни, в творчестве, в лучшую сторону. После того, как я приехал с этого проекта, меня начали приглашать на разные проекты, выступления, начали узнавать люди. Славянский базар идет в ногу со временем. Многие говорят, мы хотим поехать на Славянский базар. Пускай все будет так, как было изначально, и пускай все так идет. Славянский базар играет важную роль в жизни творческого человека, именно вокалиста, который принимает там участие. Мы в прошлом году даже во время, скажем так, пандемии, и мы тоже приехали. Но взрослый у меня 3-е место взял, ребенок 2-е. Не опозорили Казахстан, как я всегда говорю. И в этом году тоже едем. Ну, будем думать, в этом году тоже выступим достойно, потому что тоже такой отбор прошел у нас. Членом жюри едет Димаш, и на открытие будет петь еще Роза Рымбаева. Неталантливых детей нет. Все талантливы. Только нужно находить, в каком направлении должен быть. В этом направлении нужно быть работать. То, что в моих силах, я всегда стараюсь всем помочь. Армысыздар, құрметті көрермен, құрметті тыңдарман. Славянский базар 30 лет. Нашему независимому государству тоже 30 лет. Поздравляю вас от всей души с этим праздником 30 лет. Я сам лично приеду вас поздравлять. Всем желаю удачи. Увидимся на Славянском базаре. Славянский базар – это моя любовь. Это самый справедливый и, на самом деле, очень хороший конкурс, показательный. Это дорога в будущее новым артистам, начинающим. Я хочу поблагодарить весь состав «Славянский базар». Такая колоссальная работа делается, огромнейшая работа. И я видела это все внутри. Большой поклон, низкий большой поклон Славянскому базару. И я хочу, чтобы этот конкурс оставался с нами очень надолго. Поэтому процветание Славянскому базару и долголетия. Славянскому базару я, конечно, желаю только процветания, а всему белорусскому народу я желаю. Хотелось бы, чтобы в стране всегда был мир, чтобы
приезжая на славянский базар, мы всегда могли себя чувствовать как дома. Как мы ощущали это в 2016 году, когда я был конкурсантом, то есть чтобы там всегда была такая творческая атмосфера, творческая тусовка, и чтобы он с каждым годом становился только сильнее. Желаю развиваться все больше, больше и больше, чтобы он проходил не только в Витебске, но чтобы вы приезжали в гости к нам в Казахстан. Дорогие друзья, я от всей души хочу вам пожелать всего самого наилучшего, счастья, любви и мира. Славянский базар – это тот проект, который реально на своем примере доказывает то, что музыка не имеет границ. Я вас очень-очень сильно люблю, очень люблю Белоруссию, очень люблю белорусский народ, очень люблю славянский базар. На сцене славянского базара я постоянно чувствую себя как дома. И это чистейшая правда. С юбилеем вас, друзья. Всего наилучшего. Люблю. В этом году славянскому базару 30 лет. Мне очень хочется пожелать этому фестивалю прекрасному, коллективу этого прекрасного фестиваля долгих лет жизни, благополучия, прекрасных творческих высот, дальнейших успехов, чтобы славянский базар в Витебске, он жил. Знаете, вот, когда ты приезжаешь, они с такой радостью встречают. Не так, вот знаете, как дорогих гостей они ждут. А это всегда очень трогает, в том числе меня. Я поэтому я прям жду каждый год, когда же это славянский базар начнется, что приехать, окунуться в эту прекрасную атмосферу добра и красоты искусства. Потому что там, в этом фестивале, работают люди с большим сердцем.